SCP-118. Ядерные микроорганизмы. Объект номер SCP-118. Класс объекта Эвклид. Особые условия содержания. В связи с численностью и распространением SCP-118 постановка на содержание всех особей невозможна. Известные красные зоны SCP-118 должны быть закрыты для всех гражданских морских судов и дайверов под предлогом военного присутствия или другой правдоподобной легенды. Контакты с флотами, действующими в пределах красных зон SCP-118, сводятся к минимизации прохода военных судов через красные зоны. Участки в пределах красных зон, имеющие глубину менее 1500 метров, должны быть ограничены также и для воздушного транспорта. Любая деятельность человека поблизости желтых зон должна контролироваться, и любые невоенные суда или лица, приближающиеся к красной зоне, должны быть остановлены. В красных и желтых зонах необходимо следовать протоколу «Ядовитый урожай», который подразумевает удаление устройств, порожденных SCP-118. Кроме того, следует соблюдать протокол «Клеточный дозор» для обеспечения заблаговременного выявления любых новых красных зон. Образцы SCP-118 содержатся в соответствии со стандартной процедурой содержания незаразных SCP-микроорганизмов. Описание. SCP-118 является видом океанических простейших, которые способны к сборке функциональных, самоактивирующихся ядерных устройств из материалов, присутствующих в морской воде. SCP-118 неизвестны научным сообществом и, следовательно, не были классифицированы ими. Особи напоминают простейших из типа эвглинозоев, но имеют значительно более высокую скорость передвижения, способны накапливать больший запас питательных веществ и устойчивы к альфа-излучению. Образцы SCP-118 были обнаружены во всех океанах и морях мира. Находясь в пригодной для жизни морской воде, образцы SCP-118 занимаются поиском различных материалов, в том числе железа, серебра, меди, угля, тринитротолуола и изотопов урана. Приблизившись к искомому материалу, SCP-118 всасывает его в себя методом, зависящим от размеров частицы материала. Одиночные атомы и молекулы, в основном растворимые в воде вещества, проходят через клеточные мембраны с помощью специальных белковых насосов. Более крупные частицы, размеры которых не превышают размеров самой клетки, поглощаются при помощи фагоцитоза. От больших кусков материала неустановленным способом отрываются частицы, которые затем поглощаются при помощи первых двух методов. Такой способ добывания распространяется даже на твердые и прочные материалы, например, металлические слитки. При достижении порога поглощения материала особи SCP-118 отправляются к району сборки в нижней части толщи воды, где приступают к сборке ядерного устройства. В законченном виде они представляют собой ядерные устройства пушечного типа, использующие уран-235 в качестве расщепляющего материала. Наблюдение устройства в процессе сборки показывает, что конструирование начинается со сборки металлического цилиндрического корпуса с последующим созданием двух субкритических масс урана и обычной взрывчатки для их сталкивания. Начало зачеркнутого фрагмента. Механизм, посредством которого SCP-118 обогащает собранный уран, в настоящее время неизвестен. Конец зачеркнутого фрагмента. Смотри приложение 4. Завершающей фазой конструирования устройства является сборка тампера из урана-238 и пускового механизма. SCP-118 собирает необходимые компоненты, добавляя мизерное количество материалов к изначальному микроскопическому зерну материала. В один и тот же компонент могут быть добавлены разные атомы и молекулы, поэтому собранные компоненты не обязательно однородны. В настоящее время неизвестно, создает ли SCP-118 зерно атом за атомом, или же путем добавления очень маленьких субмикронных фрагментов. Механизм, посредством которого SCP-118 органично присоединяет новые материалы к зерну, неизвестен. Время сборки зависит от размера собираемого устройства, особенностей воды и наличия материалов. Но наблюдения показывают, что средним сроком сборки среднего устройства можно считать 300 дней. После того, как ядерное устройство завершено, SCP-118 взрывает его, вызвав замыкание в пусковом механизме.
Около 90% зарегистрированных ядерных взрывов, произошедших в результате деятельности SCP-118, имели мощность от 20 до 35 килотонн, однако были зафиксированы взрывы мощностью от 4 до килотонн. Помимо случаев, связанных с вмешательством человека, неудачных взрывов никогда не наблюдалось, так как все зарегистрированные ядерные устройства были либо взорваны самостоятельно, либо удалены из воды до завершения. Устройства, построенные SCP-118, имеют больший размер, чем созданные человеком устройства аналогичной конструкции и мощности, предположительно из-за замедляющего действия, которое оказывает на нейтроны вода, разделяющая массы урана на протяжении большей части строительства устройства. В одной сборочной области обычно насчитывается от 1 до 3 устройств на разных стадиях сборки, хотя более 6 за один раз не наблюдалось. В зонах, где были собраны несколько устройств одновременно, устройства размещаются на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы взрыв одного не привел к разрушению или детонации другого. Фонд не в состоянии предотвратить получение образцов SCP-118 гражданскими лицами и другими организациями, однако их внешнее сходство с существующими видами, малая численность относительно других океанических микроорганизмов, отсутствие аномального поведения за пределами богатых нужными материалами водоемов, а также стандартный мониторинг Фондом научных исследований на предмет риска раскрытия информации об аномальных биологических видах гарантирует, что шансы раскрытия истинной природы SCP-118 минимальны. В настоящее время фонду известно 6 различных активных сборочных областей SCP-118. В то время как наблюдалось естественное исчезновение сборочных областей, на сегодня все исследователи, занимающиеся SCP-118, согласны с тем, что ликвидация сборочных областей без заметных значительных эффектов в настоящее время невозможна. Подробности смотрите в протоколе экспериментов 118 гамма. Таким образом, необходимо обеспечивать содержание сборочных областей SCP-118, обозначаемых как красные зоны, и окружающих их желтых зон. Кроме того, районы с повышенной концентрацией SCP-118, так называемые целевые зоны, должны проверяться на наличие признаков сборочных областей. Зоны содержания SCP-118. Красные зоны. КЗ-1. Локация Центральная Атлантика. Координаты. Командующий зоной. Капитан Романов. Примечание. Инцидент с кораблем ВМФ США произошел в километрах этой красной зоны. КЗ-2. Локация Северная часть Тихого океана. Координаты. Командующий зоной капитан Чемберс. КЗ-4. Локация Южная часть Тихого океана. Координаты. Командующий зоной капитан Кнопп. КЗ-5. Локация Индийский океан. Координаты. Командующий зоной капитан Вейн. Примечание. Близость к морским коммуникациям снижает допустимость ядерных взрывов. КЗ-6. Локация Северная часть Атлантического океана. Координаты. Командующий зоной капитан Фазиль. Примечание. Близость к гидрофонам системы гидроакустического наблюдения СОСАС США снижает допустимость ядерных взрывов. КЗ-7. Локация. Координаты. Командующий зоной капитан. Примечание. Красная зона лежит в пределах города. Это в сочетании со средней глубиной шельфа красной зоны, интенсивным судоходством в районе, напряженной политической ситуацией между и наличием ядерных электростанций и присутствием персонала и учреждений фонда в городе делает ядерный взрыв в данной красной зоне недопустимым. Кроме того, интенсивное движение морского и воздушного транспорта в районе не позволит ограничить доступ к нему на длительный период. Целевые зоны. ЦЗ-1. Северной широты, восточной долготы. Уровень SCP-118 возрастает на 5% в год. Территория ЦЗ увеличивается примерно на 3% в год. ЦЗ-3. Северной широты, западной долготы. ЦЗ включает около 20 нефтяных вышек. Уровень SCP-118 и площадь ЦЗ в настоящее время стабильны. Бывшие зоны. БЗ-КРАС-3.
северной широты восточной долготы, бывшее КЗ-3. Последнее устройство зафиксировано в 1992 году. Содержание SCP-118 упало до среднего океанского значения в 2000 году. БЗ-ЦЗ-2 северной широты западной долготы, бывшее ЦЗ-2. Содержание SCP-118 упало до среднего океанического значения в 1986 году. Приложение 118.1. После инцидента с кораблем ВМФ США запретные радиусы красных зон были увеличены. Протокол сдерживания ядовитый урожай был обновлен. Приложение 118.2. В связи с подписанием договора о частичном запрещении ядерных испытаний, а также растущим числом и возможностью использования методов обнаружения ядерных взрывов, последствия взрывов, вызванных SCP-118, грозят стать более серьезными. Протоколы сдерживания в свете этих фактов были пересмотрены. Приложение 118.3. Из-за значительной стоимости содержания красных зон SCP-118 Совет О5 запросил испытания возможных методов для уничтожения сборочных областей. Протокол эксперимента 118 гамма. Требуется 4-й уровень допуска. Резюме. Эксперименты по ликвидации красных зон. Введение. Исследователи с доступом к файлам SCP-118 могут представить свои предложения по уничтожению сборочных областей SCP-118 с приемлемым уровнем сопутствующего ущерба. Те из них, которые утвердит Совет О5, будут проведены. Испытания должны быть выполнены в красной зоне. Предложение. Стерилизация незавершенного ядерного устройства и прилегающей области с помощью ультрафиолетового излучения. Одобрение О5. Утверждено. Результат. Окрестности незавершенной боеголовки поначалу очистились от микроорганизмов, однако концентрация SCP-118 вернулась к нормальному уровню в течение часа. Непродолжительная стерилизация зоны оказалась неэффективной. Мы должны придумать метод, который сможет надолго очистить красную зону или, по крайней мере, ее дно от SCP-118. Подписано доктор Брандт. Предложение. Закачка на дно океана гипохлорита натрия. Одобрение О5. Отклонено. Результат. Нет. Какой болван предложил налить отбеливателю в океан? Химикаты будут слишком сильно растворены, чтобы произвести эффект, а любое количество, достаточное для уменьшения числа SCP-118, вызовет масштабную экологическую катастрофу. Подписано доктор Клаус. Предложение. Глубинная ковровая бомбардировка океанского дна с целью разрушить устройство в процессе сборки. Одобрение О5. Отклонено. Результат. Нет. Помимо того, что это нарушит наш военно-морской бюджет, слишком высоки шансы вызвать детонацию обычного взрывчатого вещества в устройствах, что приведет к провалу. К тому же, это также сделает нашу деятельность еще более заметной для гидрофонов. Подписано доктор Клаус. Предложение. Зачистка океана с использованием питаемого кобальтом-60 направленного гамма-излучения. Одобрение О5. Утверждено. Результат. По окончании стерилизации зачищаемой области выяснилось, что процедура слишком медленно стерилизует всю красную зону и особи успевают возвращаться. Поддержание в стерильном состоянии всей красной зоны потребует непрактично большего числа излучателей и судов. К сожалению, это устройство не сможет избавить нас от красных зон, однако я думаю, что оно может быть весьма полезно нашим командам по захвату устройств. Чтобы предотвратить нежелательные взрывы во время извлечения почти готовых устройств, можно стерилизовать их при помощи гамма-излучения. Гамма-лучи также могут проникать в места, куда не позволяют добраться наши обычные методы химической и ультрафиолетовой стерилизации. Подписано капитан Томпсон, командующий КЗ-3. Предложение. Блокировать доступ к океанскому дну в красной зоне при помощи пластиковой мембраны. Одобрение О5. Утверждено испытание предложения на одной из монтируемых боеголовок. Результат. При первой попытке не удалось создать водонепроницаемый барьер вокруг боеголовки. Во втором случае мембрана оказалась слишком хрупкой для морских условий и была сорвана с креплений. Третья мембрана, которая была сделана более толстой и прочной, имела сотни микротрещин, которые разорвали ее в течение часа, возможно, из-за добывающей деятельности SCP-118.
Неудивительно, учитывая, что SCP-118, как известно, проедают корпуса старых артиллерийских снарядов, чтобы добыть из них взрывчатые вещества. Мы надеялись, что блокировка сборочной области сработает лучше, чем блокировка доступа к сырью. Подписано доктор Клаус. Предложение. Закачка на дно океана, соединение... Примечание. Предложение доктора научного сотрудника, ранее работавшего с SCP-118, а в настоящее время в отделе химических исследований биоисследовательской зоны. Тесты подтверждают, что соединение является смертельным для SCP-118, оседает в придонном районе и распадается в воде на относительно безвредные химические вещества в районе 15 часов. Одобрение О5. Утверждено. Результат. В течение одной недели концентрация SCP-118 на дне океана упала до 3% от прежнего уровня. В строительстве двух известных незавершенных ядерных устройств в Красной зоне не наблюдалось никаких признаков прогресса. Тем не менее, через 230 дней после начала эксперимента в 60 километрах к северу от Красной зоны был зафиксирован ядерный взрыв. Измерения в этом районе показали значительное повышение количества SCP-118. Область взрыва была включена в Красную зону. Кроме того, непрогнозированное разложение соединения некоторыми видами океанических бактерий привело к образованию токсичных побочных продуктов, что привело к масштабному вымиранию рыбы в обработанной зоне. После прекращения эксперимента наблюдается постепенная миграция Красной зоны обратно к бывшему разложению. Похоже, что приведя Красную зону в нежизнеспособное состояние, мы вызовем только перемещение сборочной области SCP-118 на новое место. Возможно, если мы сможем улучшить соединение или найти что-то, что действует более тонко, мы сможем сдвинуть красные зоны в районы более удаленные от места обитания человека или коммерческих рейсов. Подписано доктор. Предложение. Использовать SCP. Одобрение О5. Утверждено. Результат. Примечание. SCP был реклассифицирован как Эвклид. Подписано доктор Клаус. Заключение. В связи с увеличением внимания средств массовой информации к району Красной зоны, в связи с последствиями применения соединения и SCP и отсутствие предложений, не связанных с высоким риском существенного сопутствующего ущерба, эксперименты в Красной зоне были приостановлены. Приложение 118.4. Требуется 4-й уровень допуска. Наши исследования смогли определить, каким образом SCP-118 обогащает уран, используя тот факт, что уран-235 немного легче окисляется до высоких степеней, чем уран-238. У особей SCP-118, которые собрали большое количество урана и находятся близко к сборочной области, развиваются специализированные органеллы, напоминающие ряды тысяч вакуолеподобных камер с подобными митохондриям органеллами внутри них, ответственные за катализацию окислительно-восстановительных реакций. В данных камерах уран многократно восстанавливается и окисляется. Соединения урана в высших степенях окисления передаются вверх по цепочке камер, в то время как соединения с более низкой степенью окисления передаются вниз по цепочке. В результате в самом конце цепочки скапливается небольшое количество высокообогащенного урана. Исследователям и инженерам исследовательского сектора удалось создать прототип устройства для обогащения урана, основанного на принципах, используемых SCP-118. В то время как прототип был не в состоянии производить оружейный уран без затрат необоснованно долгого количества времени, успешным было его применение в качестве уранового реактора, хотя этот метод и оказался значительно более дорогостоящим, чем традиционные методы. Несмотря на существующие ограничения, идея выглядит многообещающе, и наши выводы будут направлены в соответствующие компании прикрытия. Подписано доктор. Приложение 118.5. Требуется 4-й уровень допуска. В дату в Красной зоне были обнаружены трупы 9 человек в гидрокостюмах с ранами и повреждениями оборудования, нанесенными, по-видимому, при помощи ножей и подводных ружей. Дальнейшие исследования обнаружили свидетельства стычки между двумя группами аквалангистов и обломки на дне океана.
Одобрена поставка в зону дополнительных катеров, гидроакустического оборудования, личного состава и подводного стрелкового оружия. Увеличено количество патрулей.